Он произнес это так спокойно, будто говорил о замене тормозных колодок, а не о том, что казалось невозможным. В мастерской царил полумрак. Лампы под потолком тихо гудели, отражаясь в лужицах масла на бетонном полу. Запах металла, старого топлива и резины был настолько густым, что казалось, его можно резать ножом. Мужчина вытер руки тряпкой, поднял взгляд и посмотрел прямо на нее. Не на кресло, не на ноги, а на лицо. «Я заставлю вас снова ходить», — сказал он. Ее звали Виктория Лоуренс. Она была миллионершей из Чикаго, привыкшей контролировать каждую деталь своей жизни. 5 лет назад все, чем она была, разделилось на «до» и «после». Скорость, дорогие машины, перелеты между странами, переговоры без права на слабость. Все закончилось той ночью, когда врач сказал слишком спокойно: повреждение необратимо. Сначала Виктория рассмеялась. Сначала тихо, затем громче, с той усталой, презрительной интонацией, которая была ей знакома от сотен врачей и целителей, обещавших чудо. Смех разнесся по гаражу и резко оборвался. Механик не улыбался. Он просто стоял, спокойно наблюдая, будто ждал, пока она закончит. Он был грубым, уставшим, но его взгляд не таил ни жадности, ни жалости, только упорство. «Вы врач?» — спросила Виктория. «Нет, реабилитолог, инженер, механик», — ответил он спокойно. «Я привык чинить сломанное». Когда Виктория уселась в кресло, он подошел и сказал, будто это было обычным делом: «В ту ночь вы ехали на Аурелия X7». Ее спина напряглась. Левая стойка была повреждена задолго до аварии. Болт держался лишь на честном слове. Она резко повернула голову. Эту деталь знали единицы. Откуда он узнал? Он тяжело вздохнул. «Я чинил эту машину за неделю до того, как вы выехали». Мастерская вдруг погрузилась в тишину. Слова висели в воздухе, острыми как металл. Виктория подумала о прошлом, о том, что могло быть, если бы кто-то вовремя заметил поломку. Она ненавидела этот момент, когда прошлое вторгалось без предупреждения. «Я обязан попробовать все, чтобы вы снова встали, хотя бы ради того, чтобы эта история закончилась иначе», — сказал мужчина. И впервые за 5 лет Виктория посмотрела на него не как на услугу или препятствие, а как на равного в боли. Он достал странное устройство: прутья, ремни, шарниры. «Что это?» — спросила она. «Ваши первые шаги», — ответил он. Внутри Виктории поднялся страх, воспоминания о врачах, которые качали головой, боль и сопротивление. «Вы жестокий человек», — сказала она тихо. «Нет, я просто не жалею там, где нужна работа», — ответил он. Через мгновение Виктория почувствовала, что принимает вызов. Риск не финансовый и не репутационный, а самый страшный — риск надежды. «Хорошо», — сказала она резко, — 3 месяца. Но если вы хоть раз солжете, я не умею лгать о таких вещах». Он кивнул, и слова его остались с ней. В ту ночь Виктория не спала, впервые за долгое время, не из-за боли или кошмаров, а из-за ощущения, что кто-то приоткрыл дверь, которую она сама давно заперла. В мастерской стоял полумрак, лампы тихо гудели, отражаясь в лужицах масла на бетонном полу. Мужчина поднял глаза и сказал буднично: «Я заставлю вас снова ходить». И в этот момент стало понятно: невозможное возможно.